Всем привет, всем здравствуйте, мои любимые чудесные зрители, все любители астрологии. С вами Ольга Стелла. И сегодня будет видео про самую добрую, щедрую планету Юпитер. Юпитер у нас разворачивается в ретро-движение с 10 октября, с 9 на 10 он разворачивается 2024 года и будет ретроградным до 4 февраля 2025 года. Юпитер у нас в гороскопе отвечает за удачу, за расширение, за высшие знания, за справедливость и, конечно же, за успех. Может сигнифицировать очень важных людей в нашей жизни. И сегодня, мои дорогие друзья, я расскажу вам про то, что дарит Юпитер, потому что Юпитер — это планета даров. Недаром Юпитер называют Дед Мороз гороскопа, который всегда приходит в какой-либо сектор, сферу жизни со своими подарками. Либо Юпитер испокон веков называли большим счастьем гороскопа. Большое счастье у нас Юпитер и малое счастье у нас Венера. И Юпитер у нас сейчас идет по знаку Близнецы. В гороскопе каждого из нас каждый знак отвечает за какую-либо сферу жизни. И если вы еще не смотрели мое видео про Юпитер в Близнецах, то ссылочка внизу под этим видео. Там же все ваши гороскопы на месяц, таро расклады. А для всех, кто хочет получить свои личные ключики от счастья, изобилия, удачи или заглянуть в будущее, мой email сейчас на экране для записи на личные консультации. Вы можете написать на email и получить всю информацию. Также у меня есть Instagram, можете подписываться. Обычно Юпитер, планета большого счастья, не приносит неудачи, неприятных событий даже в ретро-движении. Но тем не менее нужно знать некоторые нюансы. Нужно понимать планету, чтобы была возможность воспользоваться ее энергиями. Любая планета нам дарит определенные энергии и в своем ретроградном движении, и в своем прямом движении. И каждое движение и ретроград тоже можно использовать во благо себе, любой планеты. Поэтому важно знать, как это делать. В гороскопе каждого из нас есть Юпитер. У кого-то он более напряженный, нуждается в проработке, в определенных действиях, чтобы он заработал во благо. А у кого-то кто-то рождается уже под счастливой звездой с очень хорошим Юпитером. И таким людям, конечно же, в жизни бывает легче. И значит, они это заслужили. Поэтому, мои дорогие друзья, сейчас будет небольшое вступление, где я вам расскажу про то, что означает ретро-Юпитер, как его использовать во благо себе, чтобы вы понимали его энергии. А дальше для каждого знака зодиака в отдельности. Также вы можете посмотреть гороскопы на месяц октябрь для каждого знака. Внизу под этим видео, там я тоже рассказала не только про Юпитер, но и про все самые важные моменты месяца, как они будут влиять на вас. И я вам советую всегда смотреть в первую очередь ваш знак по асценденту и обязательно также по знаку зодиака, потому что обычно события переплетаются, либо оба знака дают вам важные подсказки. Для некоторых может работать сильно знак Луны, особенно для детей, поэтому для детей мы смотрим только лунный знак, где находится Луна. Ну что ж, друзья, начну с рассказа про ретроградный Юпитер. Юпитер — это самая добрая, самая щедрая планета нашего гороскопа. Ее еще называют в астрологии планетой большого счастья, потому что она приносит нам успех, жизнерадостность, оптимизм. Это планета оптимистов, и отвечает планета Юпитер у нас за людей, родившихся под знаком Стрельца, а также под знаком Рыб. Но не все рыбы юпитерианцы, потому что многие находятся все-таки под большим покровительством Нептуна. Итак, Юпитер означает расширение, расширение горизонтов и всего вокруг. Юпитер — это бесконечность и безграничность. Юпитер — это бесконечная жажда познания, бесконечная жажда расширения.
это успех и удача в нашем гороскопе, а также часто это бывает сигнификатор мужа или детей. Все, что радует нас, все, что вселяет в нас надежду, оптимизм, веру в себя, выигрыши в лотерею, удачу на ровном месте или просто везение по жизни, все это дарит нам эта прекрасная, щедрая планета Юпитер. У Юпитера, как и у каждой другой планеты, мои дорогие друзья, есть свои астрологические циклы. Астрологические или астрономические. Каждые 12 лет Юпитер возвращается в тот же знак и приносит нам похожие события. И вы можете вспомнить то, что у вас было 12 лет назад. Но самое главное, о чем мы сегодня поговорим, это о ретроградности этой планеты, потому что о том, что подарит Юпитер каждому знаку в этом году, я уже выпустила видео, и, возможно, вы его уже посмотрели. Если же нет, то ссылочка будет под этим видео или в моем комментарии, друзья. А сегодня мы поговорим об очень важном времени, которое дарит нам Юпитер со своей ретроградностью. И когда Юпитер становится ретроградным, в принципе, он никого не пугает, потому что обычно ретроградный Юпитер не приносит каких-то неудач или неприятных событий. Но тем не менее, друзья, энергетика меняется, и это время ретроградного Юпитера каждый из нас может использовать во благо себе, если знает как. И я вам сегодня расскажу, на что влияет ретроградный Юпитер, его небольшие негативные стороны, ну и, конечно, самое главное, позитивные, для чего нужен ретроградный Юпитер. Поэтому все, кому интересно, оставайтесь со мной. Я вам очень советую, друзья, послушать небольшое вступление, чтобы понять, что такое энергетика Юпитера, чем нужно заняться, а потом мы разберем каждый знак в отдельности. Итак, мои дорогие друзья, время ретроградного Юпитера дано нам для того, чтобы воспитать собственное «я». Для того, чтобы понять собственное «я», а иногда даже найти свою индивидуальность, свои принципы, свои приоритеты по жизни. Еще это время дано для глубокого изучения какого-либо вопроса. Поэтому, если вы изучаете что-то, то время ретроградного Юпитера позволит вам войти глубоко в любую тему. И те знания, друзья, которые вы получаете на ретро-Юпитере, остаются с вами надолго. И они помогают вам поставить себя по жизни дальше. Не то что надолго, на всю жизнь, конечно же. Период ретро-Юпитера – это прежде всего период переоценки и обдумывания различных ситуаций нашей жизни. Поэтому на ретро-Юпитере очень часто перед нами становятся вопросы выбора. И это то самое время, когда мы можем сделать правильный выбор, и я вам расскажу, как. И, друзья, любые противоречия, которые возникают у вас на ретро-Юпитере, или, допустим, вы стоите перед каким-то выбором, выбирайте всегда то, что вам доставляет радость и удовольствие. Это выбор по Юпитеру, это правильный выбор. Юпитер – это великий учитель, это планета учителей и гуру. Поэтому учит он всегда правильно. Прислушайтесь к своему собственному «я». Если вам радостно, хорошо, легко на душе от того, какой выбор вы должны сделать, значит, этот выбор и будет самым наилучшим для вас. Это может касаться даже очень серьезных выборов в жизни, таких как сменить работу или уйти с работы, или оставаться с человеком или нет, продолжать отношения или нет, менять ли город или страну, вам будет легче разобраться в себе на ретро-Юпитере, потому что вы будете чувствовать свое «я», свое внутреннее «я». Вы не будете поддаваться коллективному, знаете, когда давит коллектив или социум, все говорят «надо так», а вы знаете, что вам нужно совершенно по-другому, и только тогда вы будете счастливы. Поэтому ретро-Юпитер дан нам всем для того, чтобы лучше понять себя и сделать правильный и счастливый выбор. И глобально этот период можно назвать периодом внутреннего роста. Это то самое время, когда легче всего нам удается удалиться от коллективного мышления, от каких-то общепринятых идей социума, от общего потока и понять собственные мысли и желания. И, друзья, время ретро-Юпитера – это самое лучшее время для работы с собственным «я».
для выработки своего собственного «я». Это время для того, чтобы воспитать в себе индивидуальность. Во время ретро-Юпитера нам легче всего пересмотреть наш прошлый опыт, прожитый опыт. Нам легче всего сделать его синтез и вынести то, что нам понадобится в будущем, а то, что не нужно, оставить позади. Поэтому это лучшее время для пересмотра каких-то дел, которые не очень хорошо идут, для того, чтобы их поправить в будущем. Период ретро-Юпитера отличен для самоанализа. Мы очень легко видим и понимаем собственные ошибки. И если в этот период мы проводим работу над собой, то накапливаем глубокие, мудрые знания жизни, которые впоследствии помогают нам идти вперед и продвигаться к успеху по социальной лестнице. Вообще период ретро-Юпитера, он очень хорош еще и для того, чтобы воспитывать в себе любовь к жизни, радость, для того, чтобы перепрограммировать себя в каком-то смысле на позитив, на все, за что отвечает Юпитер: успех, удачу. И, конечно же, в этот период легче всего проанализировать и понять, почему в какой-то отрасли мы не можем достичь какого-либо успеха, который нам нужен. Поэтому, в общем и целом, ретро-Юпитер позволяет нам стать мудрее и умнее в будущем. Поэтому период ретро-Юпитера отлично подходит также для повышения самооценки, для каких-то позитивных практик, аффирмаций, для выработки собственного «я», собственных идей, собственной индивидуальности. Как говорится, для того, чтобы утвердить свое личное «я» в этом мире. Далее, друзья, какие же могут возникать у нас такие небольшие проблемы, если их так можно назвать, на ретро-Юпитере? Во-первых, на ретро-Юпитере очень часто мы становимся самокритичными. На ретро-Юпитере большинство из вас столкнутся с самокритикой, критичным взглядом на окружающих, а также со своей амбициозностью. Очень часто, если вы не умеете проработать правильно Юпитер, то вас может разрывать даже от ярости, от того, что, допустим, вы работаете над каким-то проектом или над чем-то в своей жизни, кто-то чего-то добивается, а вы нет. Ваши амбиции, они здесь разрастаются больше собственного «я» и заставляют вас страдать, заставляют вас думать о том, почему кто-то другой растет по карьерной лестнице, а не я, почему мне до сих пор не повысили зарплату, почему мне до сих пор не дали другую должность, которой я достоин. И если вы правильно проанализируете свои амбиции, если вы правильно проанализируете свой ход действий и мыслей в прошлом, то вы извлечете богатый опыт, и в будущем вы сможете добиться того, от чего сейчас распирает ваши амбиции на ретро-Юпитере. Еще одна особенность ретро-Юпитера – это то, что мы как в тумане не замечаем собственных достижений или недовольны ими. Нам кажется, что у соседа трава зеленее, что там еще у кого-то что-то лучше, чем у нас. И очень часто на ретро-Юпитере мы не замечаем того, чего достигли мы недовольны своими достижениями и начинаем сравнивать себя, заниматься самокритикой. Поэтому-то этот период как раз и хорош для того, чтобы ставить себе более высокие цели, для того, чтобы понять, что же исправить в себе, чтобы впоследствии гордиться и быть удовлетворенным своими результатами. На ретро-Юпитере нас не устраивают маленькие результаты, наше эго не удовлетворено, наши амбиции не удовлетворены, несмотря на то, что, может быть, достижение на самом деле-то и есть. Потому что, как вы знаете, чтобы достичь какой-то великой или большой цели, к ней нужно идти маленькими шагами, шаг за шагом, не сворачивая с пути. Но Юпитер это не устраивает, это больше сатурнианские шаги для того, чтобы получить юпитерианскую цель. Маленькая, каждодневная, скрупулезная работа, это может даже раздражать великий, красивый Юпитер. Ну и в общем считается, что на ретро-Юпитере неблагоприятно начинать какую-то деятельность впервые, которая связана с массой людей,
Допустим, массовые проекты, которые связаны с популярностью, с ростом аудитории, рекламой, расширением чего-либо. На ретро-Юпитере зато очень хорошо готовить. Ну, допустим, возьмем в пример какой-нибудь мега-концерт, который нужно запустить, нужно собрать как можно больше людей. Вот в период ретро-Юпитера к нему лучше готовиться. А начинать лучше уже в период прямого Юпитера. Хотя, несмотря на то, что часто жизнь нас подталкивает делать какие-то вещи на ретроградных планетах, потому что нет другого выбора, при ретро-Юпитере не случится ничего страшного, просто мега успех, масштаб может быть чуть-чуть меньше. Ну что ж, мои дорогие друзья, я надеюсь, эта информация была вам полезной, что вы сможете проработать свою индивидуальность, понять и проработать свои ошибки, которые вам не позволяют идти вперед и вверх по жизни, а также поднять свою самооценку, поставить более высокие цели и выйти из этого периода более мудрыми, с накопленными знаниями и с уверенностью и оптимизмом внутри вас. А теперь я расскажу для каждого знака в отдельности. У каждого из вас Юпитер находится в каком-то отдельном секторе гороскопа и будет влиять по-разному. Итак, овны мои дорогие, у вас Юпитер находится в 3-м доме гороскопа. 3-й дом отвечает за наши отношения с братьями, сестрами или близкими родственниками, такие как дяди и тети. Отвечает за технику, которой мы пользуемся, автомобили, за наши навыки, курсы, семинары, повышение квалификации, командировки, небольшие недалекие поездки и все, что касается документов. Так вот, дорогие, период ретро-Юпитера очень хорош, или, возможно, будут такие обстоятельства, что вы снова увидитесь с вашими родственниками, с вашими братьями и сестрами. Если давно не виделись, не говорили по телефону, не обсуждали какие-то дела, то вот здесь это все возобновится. Если были в ссоре, то это прекрасный период ретро-Юпитера, когда можно простить друг другу все и начать как бы новые отношения, посмотреть на все с другой точки зрения. Период ретро-Юпитера, конечно, хорош для подготовки любых документов. Для чего-то, для чего-то, к чему вы стремитесь в будущем. Для того, чтобы проходить курсы переквалификации, для того, чтобы получать новые навыки в тех профессиях, в тех делах, которые вы уже хорошо знаете. Еще, если вы не сдали экзамены, то по ретро-Юпитеру отлично восстанавливаться в университетах или сдавать заново экзамены. Все, что касается техники и автомобилей, если вы никак не могли освоить компьютерную технику, информатику или вождение автомобиля, то это ваш второй шанс для того, чтобы это сделать. Это еще может быть период, когда вы будете менять автомобиль, оформлять какие-то бумаги, которые касаются, допустим, средств передвижения, продавать автомобиль или средства передвижения, продавать технику или осваивать новую технику. Конечно, это поездки, недалекие поездки, но здесь могут возобновиться, допустим, командировки. Или наоборот закончиться, потому что период ретро-планет это еще и когда мы заканчиваем какие-то дела, может быть какие-то документы. Но тогда, когда на ретро-периоде мы заканчиваем что-то, оно немножечко берет время у нас. То есть вот эти 4 месяца, значит, вы будете готовить эти документы, будете подготавливаться к чему-то. В общем, прекрасный период для вас, для восстановления, для проработки ваших отношений с братьями и сестрами, для подготовки документов, для освоения любых навыков, особенно технических. Для продажи автомобиля, ну и еще, может быть, если у вас был автомобиль мечты, вы никак не могли его заполучить, не удавалось, то вот на ретро-Юпитере может быть такое, что вы или гаджет какой-то, который вы очень хотели, или автомобиль, вдруг сложатся так обстоятельства, что вы это получите. Мои дорогие тельцы, у вас Юпитер находится во 2-м доме гороскопа. Это дом нашей самооценки и дом зарабатывания денег, который отвечает за наши финансы. И, конечно же, вот это время ретро-Юпитера для вас, мои дорогие, самое лучшее время для того, чтобы
проанализировать то, как вы зарабатываете деньги. В этот период вы можете найти самые необычные, странные или самые легкие и простые способы зарабатывания денег, которые вы просто не видели раньше. Поэтому проанализируйте вашу финансовую ситуацию, вы увидите, что исправить, вы увидите, что можно сделать для того, чтобы заработать больше. Конечно же, это прекрасный период для того, чтобы что-то менять в этой сфере, что-то исправлять или изучать. Допустим, изучать экономику и финансы. Еще, мои дорогие, для вас это самооценка, она у нас очень связана с нашими финансовыми достижениями в жизни, поэтому отличный период для вас, для самоаффирмации, для работы над собой, для того, чтобы поверить, вселить в себя оптимизм, поверить в изобилие этой жизни. И то, что вам тоже всегда везет, как по Юпитеру. Поэтому больше оптимизма. И, конечно, период ретро-Юпитера очень часто приносит завершение каких-то ситуаций. Поэтому, может быть, как раз вот эти 4 месяца вы будете готовить какие-то документы на получение большого кредита, на получение какой-то новой должности. Или, может быть, это касается вашего собственного бизнеса, особенно те, у кого бизнес связан с другими людьми, с клиентами, то здесь очень хорошо готовить документы. Все усилия, которые вы будете прилагать в этой финансовой сфере, они всегда дадут очень большой результат. Поэтому самое время взглянуть на то, как вы зарабатываете деньги со стороны и проанализировать это, подготовить нужные документы, подумать о новом бизнесе или о новой работе, если она вам нужна. Кстати, для вас возможны также предложения или предложения от прошлых работодателей, от прошлых клиентов какие-то и от прошлых партнеров по бизнесу могут быть интересные предложения на ретро-Юпитере, о которых вы уже говорили раньше. Может быть, вы здесь как раз проанализируете ситуацию и решитесь вложить какие-то большие деньги. Дальше. Близнецы, мои дорогие, вы у нас везунчики в этом году, потому что Юпитер находится в вашем первом доме гороскопа, а это значит, что удача и везение может вам прийти в любой области, где вы прилагаете ваши усилия. Период ретро-Юпитера для вас, мои дорогие, может принести вам людей из прошлого. Может дать встречи с великими учителями вашей жизни. Период ретро-Юпитера очень хорош для вас, для того, чтобы переосмыслить, пересмотреть свою личность, свою внешность. И, конечно же, на периоде ретро-Юпитера вы можете думать, какие же изменения внести в свой имидж, в свою внешность, в свои, может быть, какие-то привычки, которые изменят вас внешне. Это самый лучший период для этого, для того, чтобы построить планы на большое перерождение себя, допустим. Это может быть удача в любом секторе вашей жизни, как подготовка к свадьбе, предложение руки и сердца, если вы его долго ждали. Это может быть подготовка к какому-то очень важному мероприятию или очень важной должности для вас. Юпитер в первом доме гороскопа – это всегда везение, удача. Поэтому, когда он ретроградный, любую сферу вашей жизни, где вам не везет, где вас что-то не устраивает, пересмотрите. И вы поймете, что нужно делать. Когда Юпитер выйдет из ретро-движения, у вас будет четко составленный план. Вы будете знать, чего больше делать нельзя, где ваши ошибки были. И будете знать, где ваши достоинства, где ваши лучшие качества. И как сделать так, чтобы вам в том секторе повезло. Очень большой спектр для везения. По ретро-Юпитеру можно мириться с бывшими мужьями особенно. По ретро-Юпитеру очень часто происходят предложения руки и сердца, и начинается подготовка именно к бракосочетанию, к свадьбе. По ретро-Юпитеру вы можете начинать искать новое жилье, новый дом, новую работу. Все, что касается самых важных моментов в вашей жизни, вы можете пересмотреть и найти правильное решение на ретро-Юпитере. Дальше, раки, мои любимые, у вас Юпитер находится в 12 доме гороскопа, а это значит, что он для вас дает возможности на иммиграцию, на работу за границей, на далекие путешествия, дает возможности изучения самых необычных наук.
дает возможности к развитию интуиции. И, конечно же, этот дом очень глубокий. Это работа не только над собой, но и работа над различными индивидуальными, очень личными проектами. И когда у нас будет ретро-Юпитер, то у вас, мои дорогие друзья, это может быть как раз подготовка загранпаспортов, виз, документов или поездок на иммиграцию или в очень далекие путешествия. На ретро-Юпитере очень хорошо ехать, допустим, в такие туры, которые называются ретир, да, где вы занимаетесь йогой, какими-то психологическими практиками с гуру или с учителем. Это прекрасное время для того, чтобы проанализировать себя досконально. Или кого-то, это может быть партнер, которого вы начнете анализировать и будете видеть его насквозь, потому что 12-й дом – это интуиция и психология. Вам будет все понятно, вы сможете понять мир вокруг. Поэтому если у вас есть люди или дела, которые для вас как бы закрыты, непонятные, то период ретро-Юпитера – это то, что надо. Вам откроются все карты. Вы поймете все по тому вопросу или человеку, которого вы не понимаете или не понимаете, почему они так себя ведут. К тому же, конечно же, 12-й дом – это дом нашей интуиции. Поэтому в этот период у вас могут быть вещи сны очень сильные, которые будут направлять вас на нужный путь и давать вам ответы на ваши вопросы. Еще это дом страхов. И самое время от них избавиться по ретро-Юпитеру, накопить нужный опыт на будущую жизнь для того, чтобы не бояться чего-то. Если у вас есть страхи, фобии какие-то, то это то самое время, когда над ними можно поработать и от них можно избавиться. Еще на периоде ретро-Юпитера к вам могут вернуться друзья издалека. Это могут быть иностранные или какие-то необычные люди, с которыми вы общались когда-то. Или они попадутся на вашем пути вот в этот период и что-то новое для вас откроют. Это всегда то новое, что помогает нам проработать старое на ретро-Юпитере. Поэтому для вас это самый лучший период для самоанализа, для того, чтобы, когда Юпитер пустится в прямое движение, вы уж точно будете и с подготовленной работой где-то за границей, или с документами, но и с четким понятием того, кто вы, своей индивидуальности. Если вы работаете над какими-то личными проектами в этот период, 12-й дом – это работа в одиночестве, научные или труды, то вы достигнете очень многого, вы поглубитесь в процесс работы и внесете туда какую-то изюминку, индивидуальность, что-то свое, дорогие друзья. Дальше, львы, мои любимые, у вас Юпитер находится в вашем 11-м доме гороскопа. А это самые близкие друзья, это работа в коллективе и на публику, это расширение своего влияния, это наши мечты. И когда Юпитер будет ретроградный, то, возможно, это то самое время, когда вы будете подготавливаться к выходу на сцену, к открытию какого-то проекта, для многих людей, тот же концерт или сайт в интернете, магазин и так далее, может быть запуск какой-то супер рекламы. Это тот период, когда вы будете готовиться. Это могут быть как и документы, так и подготовка вместе с вашими друзьями или коллективами к какому-то очень важному мероприятию. Кроме этого, конечно же, это друзья, которые возвращаются по ретро-Юпитеру, бывшие друзья, с которыми вы будете общаться. И если у вас есть какая-то мечта, к которой вы стремитесь, то вот здесь как раз хороший период для того, чтобы все сделать, для того, чтобы она реализовалась в будущем. Конечно же, это период для того, чтобы пересмотреть свои социальные связи, пересмотреть те моменты вашей жизни, которые касаются коллективного. Может быть, уйти из какой-то группы и выбрать себе другую. Может быть, перестать заниматься, допустим, какими-то занятиями в группах, аэробикой и пойти на йогу, допустим. Перед вами может всплыть проблема выбора, то есть между друзьями или коллективом большим.
между одной группой или другой, между одной политической партией или другой. То есть вот такие вопросы вы будете рассматривать в период ретро-Юпитера, и вы всегда найдете правильный ответ, потому что он в вашей душе. Вы помните то, что доставляет вам радость. 12 лет период Юпитера, поэтому вспомните ваши мысли, что вы делали 12 лет назад и что вы переосмыслили в тот год. Потому что в этом году такой же самый период, и он дан вам, возможно, для того, чтобы исправить какие-то ошибки. Если вы были в ссоре с друзьями какими-то, то здесь момент, когда можно помириться. Если вы оставили какую-то группу людей, какую-то организацию большую, где работали или занимались хобби своими, то это момент, когда вы можете туда вернуться. Хороший период для того, чтобы переосмыслить, понять, что вам нужно от коллективов, от групп людей. Нужна ли вам действительно работа в группе или в одиночестве. Очень хороший период для того, чтобы переосмыслить. 11-й дом – это интернет. Поэтому как раз можно переделать свой сайт, свой интернет-магазин, интернет-рекламу, все это подготовить хорошо или внести изменения. Вы, когда выйдет Юпитер из ретро-движения, будете четко знать, с кем хотите общаться, на какие группы ходить, какой проект продолжать, а какой нет, и какую большую вы хотите для себя аудиторию, нужна ли она вам. Дальше, девы мои дорогие, у вас Юпитер находится в вашем 10-м доме. 10-й дом – это самые высокие цели, это смена статуса. И у вас в этом секторе в этом году везение. Что же будет, когда Юпитер станет ретроградным? Эти 4 месяца вам будут даны для того, чтобы проработать любую ситуацию, где вы хотите достичь самого высокого успеха. Это может быть как взлет по карьере, так и женитьба, замужество, рождение детей. Это может быть престиж, к которому вы стремитесь. Это может быть люди, допустим, какого-то уровня, с которыми вы хотите общаться, обязательно войти в какую-то группировку. И вот если у вас есть такие цели, какие-то высокие цели по жизни, достичь чего-то, то период ретро-Юпитера как бы создан прямо для вас, для того, чтобы понять себя, а нужно ли вам это действительно. А хотите ли вы этого? Если вам в этом секторе не везет, что же нужно сделать? Проанализируйте себя. Период ретро-Юпитера – это период подготовки, это период, когда мы понимаем, осознаем то, что нужно для того, чтобы получить желаемое. Конечно, если вы готовите какие-то очень важные документы или, допустим, вас могут позвать на бывшую работу, на которой вы уже были, и дать вам более высокий пост. Такое случалось, и у меня такое случалось, допустим, в жизни тоже, когда был ретро-Юпитер в 10-м доме. Если вы расстались с вашим парнем или девушкой из-за того, что они еще раздумывали, продолжать ли отношения, то, возможно, это будет тот период, когда вы получите предложение руки и сердца. Может быть, они решатся. Это что-то очень важное, что повышает наш статус жизни, что возвращается к нам, о чем мы передумываем, что может вернуться к нам с результатами, если мы над этим трудились. Но даже если это будет просто период работы над собой, работы над отношениями, которые вас поднимут на другой уровень, или поиск той самой престижной работы, того самого престижного жилья, или будущего мужа или жены, то это тоже отличное время для этого. Для вас это отличный шанс научиться и понять, как именно вам сделать то, к чему вы всегда стремились. И вы четко увидите свои ошибки, вы четко увидите свои сильные стороны. И когда Юпитер развернется в прямое движение, у вас будет готовый план, у вас будут готовые успехи, которые к вам придут, если вы над этим трудились. Поэтому прекрасный период для вас получите.
А теперь, мои дорогие, любимые весы, у вас Юпитер находится в вашем 9-м доме. 9-й дом — это дом Юпитера, также Юпитер — это один из ваших покровителей, поэтому для вас это очень важный год. Это год расширения кругозоров, это год, когда у вас будет меняться мировоззрение. И многие совершат впервые путешествия за границей, а некоторые совершат их неоднократно в этом году. Когда Юпитер развернется в ретро-движение, вот эти 4 месяца вы будете пересматривать глобально свой взгляд на жизнь. Вы будете понимать, что вам действительно нужно, куда вы хотите поехать, куда вы стремитесь, что вы хотите изучать. 9-й дом — это дом наших учителей, гуру, это также дом учительства, накопления знаний. Дом получения образования. Прекрасный период на ретро-Юпитере для того, чтобы углубить свои знания в чем-то, где вы уже сделали первые шаги. Прекрасный период для того, чтобы вернуться, допустим, многих учителей позовут, может быть, на прошлую работу или попросят сделать те же лекции, которые вы уже давали. Если вы начнете изучать что-то в этот период, вы очень сильно углубитесь в это, это даст вам открытие очень многих сторон в жизни, вокруг вас, но и в себе. К тому же на ретро-Юпитере, конечно, это общение с иностранцами, это подготовка загранпаспортов, подготовка поездок, или даже сами поездки куда-то, где вы уже были, или эти поездки будут связаны с теми местами, где вы уже были, то есть как продолжение этого. Конечно, все те, кто работает в иностранных компаниях или с иностранцами, или с необычными людьми, у вас возможны встречи с ними, если вы давно не виделись, или возможны встречи, если вы, допустим, общаетесь только по переписке, по интернету, то вот на ретро-Юпитере может быть, что как раз состоится эта встреча, которая никак не могла состояться. Что еще? Возврат людей издалека, возврат людей, которых вы уже знали. Это все-таки ретро-планета, и она нам возвращает иногда прошлые ситуации. Также не забывайте, цикл у нас с планеты 12 лет. Вспомните 12 лет назад, над чем вы думали, что у вас происходило. Может быть, этот период дан вам для того, чтобы что-то наладить и изменить снова в этом секторе. У кого не получается изучать иностранный язык, значит, изучайте его по ретро-Юпитеру. Это вам поможет. У кого не получалось сделать визу или загранпаспорт, вам отказывали, подавайте снова на ретро-Юпитере. Это вам поможет. У кого не получалось куда-то поехать, тоже. Еще, конечно же, это время дано для того, чтобы понять, чего именно вы хотите. Потому что, допустим, вам все говорят: езжайте туда, или идите учиться вот в это заведение, а вам нужно совсем другое. Такое вполне возможно. Вот если вы не можете разобраться в себе, то помните, ответ внутри вас, ответ — это радость. Радость жизни — это ваше внутреннее «я» вам подскажет. Когда вам становится легко и радостно от того, когда вы думаете о ситуации, даже если она сначала, может быть, кажется не очень выгодной, на самом деле это правильное решение всегда. Легко и радостно. Юпитер, 9-й дом, юпитерианский, конечно же, это время, если кому-то не везет, то это проработка, вы поймете, почему вам не везет. Поработайте над собой, спросите себя, может быть, запишите в дневник, потому что это прекрасное время для вас именно понять, где искать вашу удачу по жизни, какие ваши сильные качества развивать, а от которых, наоборот, отказаться. И когда в июле Юпитер развернется в прямое движение, у вас будет вот этот накопленный внутренний опыт, новые знания. И вы четко будете знать, что вам делать для того, чтобы вам везло по жизни. Вы найдете правильные ответы на периоде ретро-Юпитера, мои дорогие. Пока погашие деньги. Дальше, скорпионы, мои любимые, дорогие. У вас Юпитер находится в 8-м доме вашего гороскопа. А 8-й дом отвечает за наше внутреннее «я», за наш психологический настрой, за наследство, за большие деньги, за деньги, которые мы не заработали, за энергию
которые мы обмениваемся с другими людьми, и за сексуальную сферу. 8-й дом – это, наверное, самый мистический и непонятный дом. Он отвечает за знак Скорпиона. И для вас Юпитер, когда развернется в 8-м доме, это будет очень пристальное внимание к вашим партнерам. Если у вас есть психологические партнеры или сексуальные партнеры, вы будете очень критически анализировать ситуацию. И это время как раз дано вам для этого, для того, чтобы понять, что вам нравится, а что нет. Нужен ли вам этот партнер или нет. С кем вы хотите обмениваться вашей энергией, а с кем нет. Поэтому это также важное время для того, чтобы анализировать ваших друзей и знакомых, с которыми вы общаетесь, потому что это всегда обмен энергией, что-то, что вы получаете и отдаете. Не всегда это бывает позитивно, и вы увидите это. Вы увидите, кто в вашем окружении отнимает у вас силы и энергии. И вы увидите, наоборот, с кем идет активный обмен, и энергия приумножается и очищается после этого. Это очень важный период, обратите внимание на него. У вас также может развиться психологическое чутье, то есть вы будете понимать, здесь вы станете настоящими психологами, вы будете понимать четко и ясно, почему люди ведут себя так, а не по-другому, и вы поймете себя. Если у вас есть какие-то комплексы, 8-й дом избавит вас от комплексов на ретро-Юпитере. Главное поработать немного над собой, и вам ответы придут сами по себе. Юпитер – это великий учитель. Если у вас есть какие-то страхи, какие-то комплексы, особенно если это касается сексуальной сферы или сферы взаимодействия с людьми, допустим, вы боитесь говорить на публику, или если это касается сферы денежной, вы постоянно боитесь, что вам не будет хватать денег, допустим, или что деньги куда-то уйдут. Вот эти страхи, с ними легко можно распрощаться на ретро-Юпитере. Дайте себе другие установки. Дайте себе установки по Юпитеру, что вам всегда везет, что Вселенная изобильна, что у вас будет только лучше. Вселите в себя оптимизм. В сексуальной сфере вселите в себя уверенность, потому что 8-й дом, сексуальная сфера, напрямую связаны с нашим успехом по жизни. И пока у вас там будут какие-то зажимы или комплексы, вы никогда не сможете добиться того успеха, которого вы действительно заслуживаете. Поэтому как раз период проработки этого. Дайте себе нужные установки, оцените ситуацию, посмотрите на ваших партнеров, кто вам нужен, кто вам не нужен, чем вам нравится заниматься, а чем нет. Это очень важно. Не забывайте, что правильный ответ на ваш вопрос по Юпитеру вы всегда найдете в душе внутри себя. Там, где вы почувствуете, мне здесь легко, мне хорошо, мне радостно. Это и есть смысл нашей жизни. Жить радостно, жить приятно, доставлять приятное себе и окружающим. Только так по Юпитеру. Период ретро-Юпитера – отличный период для того, чтобы подготавливать документы, допустим, на получение кредитов каких-то больших. Если вам вдруг не везет в денежной сфере или в сфере получения денег от каких-то структур, то период ретро-Юпитера поможет вам разобраться. Вы сможете найти нужные документы или переделать нужные документы, или если вам нужно пересмотреть какое-то дело по наследству, по деньгам, которое вам не нравится, результат которого вас не устроил, то вы можете это сделать по ретро-Юпитеру. Это будет благоприятно. Далее, конечно же, это могут быть какие-то вопросы в эти 4 месяца, которые касаются наследства, больших вложений денег. Здесь могут или прийти дивиденды, или вы будете подготавливать документы для того, чтобы, допустим, вложить деньги куда-то. И по 8-му дому, конечно же, возврат или получение больших сумм денег. Это может быть возврат долга, который вам долго не выплачивали, и наконец он придет по ретро-Юпитеру. Поэтому если у вас есть крупные суммы, то пробуйте их забирать по ретро-Юпитеру, если вы не можете их забрать, снять или получить то, что вам нужно. Время для того, чтобы взглянуть на себя с другой стороны, поставить себе самые высокие цели и после того, как выйдет Юпитер в прямое движение, добиться того успеха,
о котором вы мечтаете. Без страхов, без зажимов, без комплексов. Дальше, мои дорогие стрельцы, у вас Юпитер находится в вашем 7-м доме гороскопа. А это значит, что на первый план по Юпитеру выходит партнерство. Это ваш год для того, чтобы налаживать партнерские отношения. Но когда будет период ретро-Юпитера, то на первый план всплывет критика ваших партнеров по бизнесу или по браку. Всплывут какие-то вопросы, которые связаны с разводом. У вас может появиться в этот период очень большое подозрение, критичность к вашим партнерам. Вы будете их изучать. Вы будете сравнивать их с другими людьми. По ретропланетам иногда появляются люди из прошлого. Может быть знакомство с человеком, так как у нас Юпитер еще и сигнификатор мужа в гороскопе, то это могут быть люди из прошлого, с которыми завяжутся отношения на ретро-Юпитере, которые могут стать нашими партнерами дальше по жизни. Далее, конечно же, период ретро-Юпитера — это всегда подготовка, поэтому, может быть, у вас будет время для того, чтобы подготовить какие-то документы, какой-то контракт о партнерстве. Это подготовка к свадьбе, к бракосочетанию. Очень хороший период для этого. Это также для кого-то может быть подготовка к разводу, к бракоразводному процессу. Также на ретро-Юпитере, если какие-то судебные дела у вас застревали, то они могут здесь мощным ходом, наоборот, пойти вперед. Для вас это время переоценки ваших партнерских отношений и подготовки к чему-то. Именно в это время вы будете сравнивать своего партнера с кем-то. В то же время вы четко поймете, кого вы хотите себе для жизни или что вы хотите изменить в партнерских отношениях. Поэтому для вас это экстремально важное время. Вы действительно можете понять себя, что вы хотите от партнера, какого партнера вы хотите на будущее, если у вас его еще нет, или если у вас были партнеры, которые до этого вас не устраивали. К тому же на ретро-Юпитере, если кого-то действительно его партнер не устраивает, то здесь возможно критичность и вот этот амбициозный взгляд на жизнь даст вам силы закончить отношения или выйти на очень важный разговор и поставить ультиматум, допустим, человеку, который, возможно, делает что-то, что вас категорически не устраивает в ваших отношениях. Ну, а если в бизнесе вы ищете себе новых партнеров, то это как раз время присмотреться, это время договориться, это время поставить нужные высокие цели для того, чтобы в будущем подписать самые важные контракты. Дальше, мои дорогие, любимые козероги, у вас Юпитер находится в вашем 6-м доме здоровья, работы. И в период ретро-Юпитера у вас будет возможность выбора, возможно, между различными работами. Для некоторых станет актуальная тема возврата каких-то обязанностей, которые у вас были до этого, или, может быть, снова возврат на бывшую работу. Конечно же, это период раздумий. Это прекрасный период для того, чтобы понять, чем действительно хочется заниматься, где хочется работать, какое место для вас лучше. Проанализируйте себя в этот период. К июлю месяцу к вам придет правильное решение, и вы сможете сделать правильный выбор, лучшую работу для себя. Также ретро-Юпитер — это здоровье, и, конечно же, в этот период лучше всего заниматься какими-то оздоровительными процедурами, особенно если вы ими уже занимались когда-то и они вам помогли. Ехать в санаторий — отлично, особенно там, где вы уже были. А еще, конечно же, по ретро-Юпитеру можно садиться на диету, можно очищать свой организм, можно вводить правильные привычки. Это воспитает в вас те привычки, даст вам те мудрые какие-то знания, познания себя, собственного тела, которые вы сможете сохранить на всю жизнь, потому что энергетика ретро-Юпитера, она очень мощная. Конечно же, 6-й дом — это еще дом долгов, препятствий,
И если у кого-то есть такая ситуация, что у вас очень много обязанностей, рутинных обязанностей, которые не дают вам времени даже подумать о себе, то на ретро-Юпитере они ослабятся или вообще уйдут из вашей жизни. То есть ретро-Юпитер может снять для вас какие-то препятствия, если они у вас есть на работе, если они есть в каждодневных обязанностях. Поэтому для вас это прекрасный период для изучения себя, для того, чтобы понять, какие обязанности, какая работа для вас будет лучше всего, и для оздоровления своего организма, для очищения и похудения, но и для отказа от вредных привычек, как опыта, как внутреннего опыта, который вы вынесете из этого периода. Она вам. Дальше, водолеи, мои дорогие, у вас Юпитер находится в 5-м доме, доме удовольствий, творчества, творческой энергии, собственного бизнеса, детей и любви, романтической любви. Поэтому период ретро-Юпитера для кого-то это будет очень важный момент для того, чтобы оценить отношения. Если особенно они в таком еще романтическом периоде, когда еще нет ничего серьезного, но есть влюбленность, любовь, то вот этот период будет очень важный. Вы поймете, нужно ли продолжать эти отношения, вы сможете четко увидеть своего партнера. Также, конечно, на этом периоде могут вернуться бывшие влюбленности, могут вернуться бывшие увлечения. Если вы чем-то увлекались как хобби, и вы хотите снова возобновить это, то период ретро-Юпитера тоже подходит для этого. Период ретро-Юпитера – это отличное время для того, чтобы понять хорошо своих детей. Потому что 5-й дом – это дом детей. Можно правильно оценить своего ребенка, можно войти с ним в более тесный контакт и взаимопонимание. И, конечно же, период ретро-Юпитера может вам принести не только бывших влюбленных и трезво посмотреть на ваши романтические отношения, но и принести какие-то заботы о детях. Возможно, вам придется выбирать, куда отправить ребенка на учебу или в какие кружки записать. Период ретро-Юпитера – это всегда время, когда нам дается выбор из чего-то. И вы сможете принять правильное решение. Будете обдумывать и обсуждать со своими детьми об их будущем. Куда отправить, на кого учиться, выбор профессии, выбор школы, кружков и так далее. Ну и, конечно же, 5-й дом – это собственный бизнес. Мои дорогие друзья, если у вас что-то не ладится в собственном бизнесе, это самый лучший момент, чтобы проанализировать. Вы увидите четко свои ошибки, вы увидите четко, что нужно исправить, а может, нужно вообще закрыть такой бизнес, который не дает радости и прибыли. И тогда можно будет продумать, что же другое для себя придумать. Это ваше творчество. Нет ничего лучше в этот период, чем придать своему творчеству какой-то особенный штрих индивидуальности, выплеснуть вашу душу, чего бы это ни касалось, потому что и танцы, и писать картину, и писать книгу, это все, даже любой научный труд, это выплеск нашего «я», нашей души. Поэтому вот в этот период, если вы хотите придать индивидуальность какому-то своему творческому процессу, понять, чего вы хотите, чем вы хотите заниматься, какое хобби бы вы хотели для себя начать в будущем, то это тот самый период, мои дорогие друзья. Дальше, рыбы, мои дорогие, любимые, у вас Юпитер находится в 4-м доме гороскопа, дом, который у нас отвечает за нашу малую родину, за родителей, за род и, конечно же, за жилье и за недвижимость. Поэтому, когда у нас ретро-Юпитер, для вас это самое лучшее время для того, чтобы, допустим, продать жилье. Если вы долго ищете покупателя, вы его можете найти. Если вы хотите переехать, это самое лучшее время для подготовки
Еще не для переезда, но зато вы сможете понять в этот период, нужно ли вам переезжать, нужна ли вам эта недвижимость или эта квартира. Это самый хороший период для того, чтобы присмотреться, оценить правильно вещи, для того, чтобы понять себя, нужно ли вам переезжать в другой город, в другой дом, в другую квартиру, или это может быть вопрос о сожительстве с кем-то. Вы можете пересмотреть, критично взглянуть на это и поставить себе более правильные цели. Конечно же, ретро-Юпитер может вам вернуть какие-то ситуации с вашим жильем. Допустим, если вы долго не были на малой родине, то вы снова приедете в дом, где жили в детстве. Или может вернуть какие-то обстоятельства с родителями. Цикл Юпитера, не забываем, 12 лет. Всегда вспомните, что происходило 12 лет назад. Может быть, это поможет вам пересмотреть и сегодняшнюю ситуацию и сделать правильное решение. Ремонт на ретро-Юпитере, конечно же, можно делать реставрации, особенно старинных каких-то домов, но если вдруг у вас не шли какие-то дела или вам нужно начинать ремонт, это очень хороший период для того, чтобы найти строителей, если вам нужно строить дом, найти рабочих, которые будут оформлять ваше жилье, в то же время дизайнеров, да, если вы хотите просто переделать что-то в своем доме. Это период подготовки, это период для того, чтобы найти нужных людей, нужные материалы. И пересмотреть, если вы ищете, то идите в этот период и смотрите разные квартиры, дома. Вы обязательно найдете себе что-то, что достойно вас, что вам нравится. Четвертый дом — это также очень большие какие-то события в вашем роду, поэтому, возможно, будут встречи с родственниками, с кем давно не виделись, или будут какие-то церемонии, допустим, серебряная свадьба или что-то в таком роде.